Вот если мы берем начало второго тысячелетия, скорее всего, конец третьего тысячелетия до нашей эры, вот этот период начинается уже распад западно-кавказской языковой группы и восточно-кавказской языковой группы между ними. То есть они уже распавшиеся где-то, но вот западно-кавказская, абхазо-адыгская группа уже на абхазскую и адыгскую, нахско-дагестанская на нахскую и дагестанскую. Это начинает происходить уже на рубеже 3-2 тысячелетия до нашей эры. Ну, первые племена начали выделяться уже, может быть, во второй половине 3-го тысячелетия, но этот процесс продолжается где-то на протяжении первой половины 2-го тысячелетия до нашей эры. И уже где-то с середины 2-го тысячелетия до нашей эры мы уже видим четкие вот данные лингвистики, данные смежных наук, мы видим четкое выделение абхазской этногруппы и адыгской этногруппы на Западном Кавказе. А на Восточном Кавказе мы уже видим нахскую этногруппу и дагестанскую этногруппу. Ну, мы сейчас говорим только о тех народах, которые на Кавказе были, которые принадлежали кавказской языковой общности. Мы сейчас не говорим про хаттов и хуриторатов. Хатты от западно-кавказской языковой общности, они где-то уже, наверное, может, в начале 3-го тысячелетия, чуть ранее они отделились от западно-кавказской группы, расселились по территории Малой Азии, вплоть до Сирии. А хуриторатские, это вот от восточно-кавказской языковой общности они уже отделились, тоже в этот период, может быть, в середине 3-го тысячелетия, то есть они уже расселяли уже территорию нынешней Армении, Азербайджана, Грузии, там, север Ирана, Ирак, они доходили еще вплоть до Средиземного моря. То есть это близкородственные племена, которые занимали. Но если говорить о Кавказе, то есть абхазо-адыгской, нахско-дагестанской, то здесь мы уже видим те археологические культуры, которые можно соотнести с выделившимися такими этническими группами абхазской, адыгской, нахской и дагестанской. Если мы начнем с Западного Кавказа, то есть это уже мы на Северо-Западном Кавказе мы имеем так называется от местности, где это находится, прикубанская археологическая культура, которая охватывала нынешний Краснодарский край. И она связывается с адыгскими племенами, уже выделилась. Дальше на западной части Южного Кавказа, на Восточном Причерном море, это уже колхидская культура, которая связывается с абхазской этнической группой. Далее идет Центральный Кавказ. Центральный Кавказ – это кубанская культура. Значит, кубанская культура связывается с нахской этнической группой, то есть с древними чеченцами и ингушами. Далее идет Каякин-Тахарачойская культура, это уже Дагестан. Связывается с дагестанской культурой. Но мы еще должны сказать, что на территории Южного Кавказа, на территории современной грузийская, ну вот на территории Картлии, Кахетия, где вот восточная часть Южного Кавказа, там, значит, мы имеем уже самтаврскую археологическую культуру, триолетскую культуру, там далее идет уже, где вот потом уже Ирети, там название Ирети, где появляется, это восточно-закавказские, ну это названия такие, которые уже поздние прибыли, это археологические культуры. Эти культуры тоже обычно, они как бы их связывают, этнокультурно их связывают с колхидской, с кабанской культурой, с кавказскими этническими этнокультурными общностями связываются, и археологически это доказывается. И в этот период, археологический материал, то мы имеем вот в конце 2-го тысячелетия, вот начало 1-го тысячелетия, к сожалению, у нас таких письменных источников нету, начиная с 8-7 века, особенно с середины 1-го тысячелетия, мы уже имеем письменные источники, это греческие источники, значит, которые уже говорят о тех племенах, народах, которые проживают на территории Кавказа. Мы уже можем как бы их идентифицировать с теми или иными этническими группами, которые по сей день проживают на территории Кавказа. Но здесь мы, вот очень интересный момент, что археологический материал, вот на всех этих территориях мы уже видим четкую организацию общества.
То есть мы видим такой производственный эффект, там, социальные структуры, которые четко проявляются, это археологический материал, то есть уже появляется, мы можем говорить о признаках появления государственности на этих территориях, это имеется в виду и колхидская культура, это имеется в виду кабанская культура, и каракентахачу, то есть все эти культуры, они развиваются синхронно. Ну, когда вот сейчас мы должны сказать, что вот когда мы говорим об этнической принадлежности, я говорю о тех фактах, которые мы имеем, да, вот то, что на основании которых мы можем говорить более или не менее утвердительно. Ну, что касается существующих точек зрения, есть различные точки зрения, там этническое принадлежение этих культур, но очень многое, они не связаны с наукой, очень связаны с политической конъюнктурой. Но вот те данные, которые мы имеем, все-таки вот этническая принадлежность этих археологических культур, что я вот выше обозначил, они, скорее всего, все больше и больше приобретают значит, подтверждение в научном мире. И чем больше материала, тем больше подтверждения именно такого отношения, такой точки зрения. Но что касается вот проявления государственности, ну, мы знаем Колхидское царство, вот этот античный источник, они постоянно говорят, просто здесь мы имеем не просто какое-то упоминание Колхидского царства, но для греческих авторов это какая-то сказочная страна, очень богатая страна, очень развитая страна, очень в культурном отношении они вот восхищаются этими людьми, этой территорией, то есть это сохранилось в греческих источниках. Дальше мы имеем от кабанской культуры, Центральный Кавказ, там тоже мы имеем данные археологии о том, что там все-таки существовало очень высокоорганизованное общество. То есть эти данные, эти материалы говорят, что там все-таки население этих культур создали такую материальную и духовную культуру, на достаточно высокую, на высоком уровне для того времени, и мы можем говорить, что это все-таки государственные образования тогда существовали, потому что в источниках сохранились эти, как некоторые имена царей этих государств, их отношения, например, с Босфорским царством, с другими государственными образованиями, которые существовали вокруг них. Но в научной литературе существует два подхода, две концепции по отношению от возникновения государственности у кавказских народов. Ну, я еще не сказал, что касается вот Восточного Кавказа, там Кавказская Албания, уже хорошо известная, середины первого тысячелетия до нашей эры, царство Кавказской Албании. Это дагестанские племена. Албания, она охватывала там часть Дагестана, да, всю территорию Дагестана охватывала. То есть вот эти все, которые мы имеем, государственные образования по данным археологическим данным письменных источников, то есть они называют их государствами, и данным других смежных, там, палеоантропологии, палеоэтнографии, эти данные подтверждают. Но еще раз говорю, что все-таки в научной литературе существует такое скептическое отношение, это вот одно из направлений, которое отрицается, что в такой период кавказские народы могли иметь свое государство, и что они достигли такого уровня развития, что могли создавать свое государство. Есть другая концепция по отношению там, к кавказским народам. Это она заключается в том, что кавказские народы – это одни из древнейших народов мира, что они в результате социально-экономического, политического, там, культурного, самостоятельного развития достигли определенных уровней в своем развитии, что и в втором тысячелетии, первом тысячелетии, в древности они ничем не отличались от своих соседних народов и создавали самостоятельно свои государственные образования и давали культурные импульсы. Как они брали другие культурные импульсы своих соседних народов, также и сами отдавали такие же культурные импульсы, то есть они развивались, как обычно, наравне со своими соседними народами. Это одна концепция, которая рассматривается. Есть другая концепция, которая считает, что это древние народы,
кавказские народы со своим языком, со своей самобытной культурой, со своей историей. Но это народы не были способны к творческой, созидательной, самостоятельной культурной деятельности. То есть они не были способны создавать свою культуру, свое политическое образование. То есть поэтому политическая и культурная история как таковой самостоятельно у них не было. То есть все, что они достигали, это результат влияния, привнесения со стороны более цивилизованных народов, больших империй, которые их окружали, которые приходили сюда. То есть, если вот, значит, они рассматривают, эта концепция рассматривает кавказские народы как объект истории, но не как субъект, то есть, которые не могли самостоятельно развиваться. То есть, так, если, да, вот другими словами говорить, такие существовали большие империи, ну, перманентные завоевания этими империями народов Кавказа имело прогрессивное значение. Они приносили сюда цивилизацию, культуру, то есть влияли на развитие этих народов. Ну, надо сказать, что эта теория, эта концепция, она возникла в период колониальных завоеваний Западной Европы, там, Азии, Африки, Америки. Тогда для того, чтобы идеологически обосновать необходимость завоевания, выкачивания ресурсов с других народов, надо было сказать, что они дикари, примитивные, они не способны самостоятельно развиваться, поэтому мы должны привнести им культуру, там, государство, они должны находиться под эгидой наших империй и так далее. Но в науке это как бы уже давным-давно, ну, не давным-давно, но она как бы уже отрицается и рассматривается как культурный расизм. Сегодня она существует в историографии, везде, в абхазской историографии, в кавказской историографии. То есть существуют целые школы в России, которые именно вот эту концепцию проповедуют. То есть издаются книги, очень большие книги. И здесь очень интересно, то есть неспособность этих народов, кавказских народов, к такому творческому созидательному труду, хотя все данные, которые мы имеем, противоречат этому. Ну, например, в Колхидское царство, там вот говорится о том, что государственность, городскую культуру вообще привнесли сюда греки, потому что они более цивилизованные были, а племена, ну, народы, которые здесь проживали, они более примитивные, они восприняли и начали жить. Но когда речь касается, например, Северного Кавказа, например, территории кубанской культуры, там существовало такое нахское государственное образование, ну, там в источниках она, Нахчаматия, Нахаматия, в Древней Абхазии это государственное образование называли малхузами, Малха, адыги тоже называли Малхи, от имени верховного божества, которого они подчинялись. Малх – это бог солнца. Да? И от имени, ну, значит, это часто происходит. Один народ может только 10 названий иметь, в зависимости, сколько соседей он имеет. Да? И там проявляется существование, то есть выявляется существование государственного образования, довольно мощного государственного образования, которое занимало территорию от Приэльбруса до Андийского хребта, то есть до Дагестана. И занимало также часть южной склоны главного Кавказского хребта, где вот верховье Ириони, верховье Цхедисцхали, а также Картли входило в состав этого государственного образования, довольно мощное государственное образование. Находилось такие в династических браках с босфорскими царствами, династии, вот, Анахов и так далее. Но те, которые отрицают, не могут значит, полностью отрицать, потому что данные археологические, данные письменные, источник об этом свидетельствует. То есть, значит, такие вот, есть такие определенные признаки, если в общем говорить, там это экологическая ниша должна соответствовать, да? Производственный эффект, то есть производство, там, общество там должно быть там сильно развито, земледелие, ремесленное производство, да? Ну и скотоводство, то есть это все разделение труда, то есть это производственный эффект очень четко проявляется там. То же самое демографический оптимум, то есть определенное население было. Данные археологических материалов четко указывают все эти признаки, наличие всех этих признаков, которые говорят о том, что существовало государственное образование. Но как объясняют некоторые историки, почему там, если здесь
в Колхиде, например, приходили более цивилизованные греки, то там пришли менее цивилизованные кочевые племена, кочевники. Они находились я не могу сказать, что кочевники находились более цивилизованно в своем развитии, превосходили кавказские земледельческие племена. Здесь придумывается другое. Они более воинственные, они пришли завоевали население Кавказа и тем самым создали государство, структуру государственную для того, чтобы держать повиновение кавказских народов. То есть, в принципе, до смешного доходит, да, то есть, а если ты хочешь чего-то оправдать, оправдание все можно найти, там, в принципе, здесь другой принцип, там другой принцип, если там, и то, и другое, они, естественно, не соответствуют действительности, материалы совершенно о другом говорят, и кавказские народы, как дагестанские, кавказская Албания, это известные, как и нахские народы, это речь идет о древних чеченцев и ингушей, в Центральном Кавказе, абхазские, так и адыгские, уже в первом тысячелетии имели свои государства. В своем развитии они практически находились на одном уровне развития. То есть имелись каждый свои особенности, каждый свою культурную особенность, но находились на одном уровне, создали довольно такие очень серьезные, мощные такие государственные образования. Меоте, например, там еще известно, вот где адыги, как сиракометские, обычно не говорят, там тоже объединение очень сильно было, обычно называют сиракские. Сираки – это кочевники, которые прибыли на Северный Кавказ, вот это они, в симбиоз был там адыгов и сираков. То есть это было крупное такое объединение, но обычно некоторые ученые, которые более объективные, говорят миото-сиракские. Миоты – это адыги. А в основном употребляется термин «сиракские», хотя это не очень соответствует реальности, потому что это все-таки симбиоз и адыгов был. Адыги играли там очень серьезную роль. Но когда мы говорим, что, вот, естественно, там влияние других, но это не значит, что не было взаимообогащения со своими соседними народами, взаимное влияние, культурное влияние. Безусловно, это имело очень серьезное культурное влияние. Но если мы даже мы можем говорить о том, что вот палеоантропология, да, палеоэтнография, вот какие материалы, например, целая группа, большая группа, очень большая группа ономастики Передней Азии, да, доходит в свое очень близкое тождество с этнической, топонимической номенклатурой современных абхазов, адыгов и нахов, дагестанцев. То есть, более того, вот, мы имеем такую близость, тождество религиозных верований. Например, таких религиозных верований, это тождество не только в имени этих божеств хатских, хуриторадских и, например, абхазадыгских и нахско-дагестанских. Не только в имени, но значит, там, ритуальных обрядах, выполнение ритуальных обрядов, которые сохранились по этнографии у народов Кавказа, которые по, значит, иероглифам, тем письменным источникам, которые сохранены, которые были у хатов, которые были у хуриторадцев. То есть это говорит о чем? Не просто об этнокультурной близости этих народов, это говорит, что Кавказ входил в ареал древневосточной цивилизации. То есть он составлял часть этой цивилизации. Он не только воспринимал цивилизационные импульсы, но, естественно, давал свои цивилизационные импульсы окружающим народам. Вот если мы говорим взаимовлияние культур, здесь вот первые тысячелетия он очень характеризуется такими миграционными потоками, которые происходили на этой территории. То есть почему Кавказ... он с древнейших времен, это вот он являлся, он и сейчас является сосредоточением таких, да, вот автохтонных и пришлых этносов, которые по воле судьбы оказались здесь, вот в этом регионе. То есть такие миграционные потоки с юга на север, с востока на запад и обратных направлениях, они влияли на конфигурацию ареалов проживания народов здесь. Оказывали, то есть они вторгались в этногенетические процессы. То есть вот Кавказ это то место, где скрещивались, да, потоки этнических передвижений, происходили очень интенсивные, да, и межэтнические обмены.
Да? Соединялись здесь различные культуры, которые, естественно, оказывали очень существенное влияние на формирование народов, ныне проживающих здесь. То есть это сплав, то есть происходило. И в этом отношении Кавказ и в древности представлял собой такой регион, через который проходили такие, да, вот импульсы. Да, и сегодня тоже он такое же место представляет. Если мы говорим о первом тысячелетии, то здесь были, мы можем, там миграционные потоки происходили, такие, всегда они происходили внутри Кавказа, внутри, например, этнокультурной общности, которые историко-культурной общности, начиная от Северного Кавказа до Северной Месопотамии, это внутреннее. А если мы берем такие вот влияния внешних сил, то здесь крупные потоки иммиграционные были. Мы можем говорить о 3 крупных потоках. Это вот где-то вот вторая половина 7 века, это скифское нашествие. Это скифское нашествие, скифы это очень хорошо известное. Это кочевники, кочевые племена, вот с огромной мощью они вторглись на Кавказ. Это было неожиданно, это было, ну, это огромные полчища были. То есть все на своем пути сжигая, они прошли Переднюю Азию, аж до Египта дошли. Ну, потом уже древневосточные государственные державы, там Египет, Ассирия, Урарту, там удалось их остановить и отбросить. Потом они уже на протяжении там 40 лет, 50 лет, по разным оценкам, значит, служили наемниками то уратского царя, то там у медийского царя и так далее. То есть находились там. Ну, они тоже, естественно, безусловно, оказали очень серьезное влияние, потому что они прошли через весь Кавказ, через Дербенский, через Дарялский, через Абхазию. Здесь Марусский, Клухорский перевал, вот Кодорское ущелье, здесь вот в Бланерху найден скифские памятники, стоянка скифская и так далее. Ну, они найдены по всему Северному Кавказу и Южному Кавказу, то есть это вот 7 век. Это, кстати, очень хорошо, она сохранилась в письменных источниках, в древнегрузинском источнике Леонтий Мравелий, который описывает вот это вторжение скифское. Вот это отдельная тема, очень интересная. Это Леонтий Мравелий, настолько вот это там у него сохранились, это борьба всех кавказцев против этих нашествий. Объединенная борьба всех народов Кавказа против нашествий, и как ему удалось их вытеснить, и где в конце 7-го, в начале 6 века они вытеснили их. И потом, потом построили крепости на подступах к степям, вот, по Северному Кавказу. Это письменный источник, он пишет как-то вот на это, когда он говорит, что на подступах кочевым племенам по Северному Кавказу были построены крепости для отражения натиска кочевника после того, как скифы были изгнаны. Это письменный источник Леонтий Мравелий, как-то все скептически к этому относились, не меры, ну какие крепости могли тогда построить Кавказ. Археологический материал уже 60-х, 70-х, 80-х годов действительно выявляется сеть крепостей, башен, начиная от Ставровской возвышенности, заканчивая впадение Сунжи в Терек, то есть около Дагестана. То есть по всему периметру вот Центрального Кавказа построены крепостные сооружения. И по времени это конец, ну, то есть начало 6 век. То есть это совпадает именно с тем периодом, связанным с киевским нашествием, борьбе кавказских народов против скифского нашествия. Кстати, это вот эта борьба кавказских народов, совместная борьба кавказских народов против нашествия иностранных войск, да, вот, сохранилась в фольклоре народов Кавказа. Это, кстати, еще обратил очень известный кавказовед, этнограф Чурсин. Он, например, вот в абхазских сказаниях, нарских абхазских сказаниях про Абраскила, там говорится о том, что абхазы вместе с малхузами, там какое-то объединение малхузами, воевали против рыжеволосых людей. Рыжеволосых. И он тогда указал, тут что-то общее название, какое-то, кто такие рыжеволосые. По-абхазски
А вот скифи, ну, существует, что скифи это как бы, там различные точки зрения. Сегодня принято считать, что это ираноязычные племена. Есть кто считает, что это тюркоязычные, но я думаю, что тюркоязычные это уже более поздние, это гунские нашествия. А тот период, это действительно это ираноязычные были. И рыжеволосые, война против рыжеволосых людей, то есть рыжих людей. А вот представителями, как бы, да, потомками вот этих ираноязычных племен, те, которые волнообразно значит, совершали нашествия там, да, вот на сторону Кавказа, это осетины сегодня. Как Абхазия называют осетин? Авапщ. Да? Авапс – это авапщ. Авапщ что такое? Рыжие люди. Понимаете? То есть это интересно, да, то есть сохраняется вот настолько это, да, этот. Там даже вот у Леонтия Мравеля, вот они напали для него, они напали на страну Кавказа. Он страну Кавказа называет страной Таргамасидов. Таргамасидов это торгом, но он имеет в виду это Уральское царство, Урарту это. И когда они напали, они, начиная от Северной Месопотамии до Северной, объединились, значит, перешли через горы Кавказа и нанесли поражение значит, кочевым племенам. И для того, чтобы остановить дальнейший их, построили крепости и вернулись, часть из них вернулись обратно. Ну и тогда, но этот период, когда вот процесс становления Нахского государственного объединения, то есть вот он пишет, что это происходило во главе Дурдзука. Дурдзук – это вот грузинское название нахских племен, нахских народов, там, чеченцев, ингушей. И он говорит, это что под главенством Дурдзука. То есть это один из таких моментов, который говорит, что все это государственное образование, и все остальные народы тоже вместе воевали против кочевых племен. Ну, примеров, доказательств, допустим, можно говорить, что вот на Северном Кавказе пребывание там скифов, они ставили такие стелы, скифские стелы. И именно в этот период вот эти скифские стелы были разрушены полностью. И потом что происходит? Потом уже идет такой демографический взрыв на территории Северного Кавказа. Племена, вот нахские племена, дыкские племена начинают осваивать такие степные районы, переселяются в правобережье Кубани, адыгские племена. То есть это вот 6-5 век, такой намечается, такой, если обычно говорят, демографический взрыв. Естественно, они освобождают свою территорию и, значит, создают такие условия, нормальные условия для естественного такого развития. Если мы говорим, допустим, да, вот там дальше уже на рубеже 4-3 веков до нашей эры мы имеем уже сарматское нашествие, тоже кочевник племен, тоже обычно воспринимаемые как ираноязычные племена, они были, скорее всего, ираноязычные племена нашествия. Но это нашествие, обычно нашествия, они шли через Центральный Кавказ, потому что это Дарьяльское ущелье, наиболее пригодное для перехода через главный Кавказский хребет и вторжения на территорию Южного Кавказа и всей Передней Азии. Но здесь мы видим, вот, то, что эти крепостные сооружения, тогда вот скобки были введены, вот, которые относятся, вот выявлено, что крепостные сооружения, часть, которые были построены тогда, они, видимо, сооружались, ремонтировались, тогда часть из них была разрушена. Вот именно конец 4-го, начало 3 века до нашей эры, когда сарматские нашествия. Но дальше они не смогли продвинуться, они были остановлены и отброшены. То есть вот это серьезное такое государственное объединение, нахское государство, она сумела отбросить вот это нашествие и остановила такое продвижение их в Переднюю Азию. Начиная уже с 6 века, вот после скифского 6 века до 2 века, до существования вот этого нахского государственного образования, никаких нашествий не происходит на Южном Кавказе, Передней Азии кочевых племен. Потому что это был серьезный щит, который сдерживал. А там сколько таких нашествий, сколько было войн, мы не знаем. То есть это, мы знаем единственное, что крупные такие нашествия значит, в конце 7-го, начала 6-го, в конце 4-го, начала 3 веков до нашей эры.
А дальше уже, когда вот, ну, в втором веке это государственное, значит, она распадается, и тогда уже мы видим уже нашествие на рубеже новой эры, уже аланское нашествие. Так они уже достигают Передней Азии, Южного Кавказа и так далее. То есть это вот значимость и роль этих государственных образований, то есть это как щит известных тогда древних цивилизаций. Да? Ну, когда мы говорим, конечно, нельзя кочевников так представлять, что это примитивное. То есть кочевники, это у них своя культура, свое мировоззрение, свой образ жизни и так далее. Это не как что-то плохо, хорошо. То есть кочевники, земледельцы – это две стороны одной медали. То есть это не всегда между кавказцами и кочевниками происходили войны. Безусловно, нет. Это были мирные, в основном это мирное существование, торговля, там им нужны были продукты земледелия, продукты ремесла, кочевниками и так далее. Естественно, это были такие очень мирные, в основном, взаимоотношения. Ну, вообще, Северный Кавказ – один из тех регионов, который, как бы, да, находился на грани, на границе, значит, с кочевым миром. То есть кочевный мир, и дальше уже идет земледельческий мир. И они, естественно, были войны, но в основном больше времени это происходило мирное существование. Уже тогда вот мы, в принципе, это мирное существование, это есть и результат, например, в том, что потомки этих, да, вот, которые говорили на иранском языке, а сегодня один из народов Кавказа – это осетины. То есть другой уже мы имеем там более в первом тысячелетии уже новой эры. Там мы имеем уже тюркские кочевые племена. Вот иранские сменяют полностью на территории вот, юга России нынешней, сменяются тюркскими племенами. Это 5 век, это гунское нашествие, это хазары и так далее. Потом половцы уже там, печенеги. Это все тюркские племена, которые занимают. Но от них тоже, как бы, да, ихними потомки, можно считать, на Кавказе тоже остались. Это карачаевцы, балкарцы, кумыки. То есть это тюркские, ну, по языку тюрки. Но и осетины, и карачаевцы, и балкарцы, и кумыки, они как народы сформировались на Кавказе. Они такие же кавказские народы, как и все остальные. То есть это кавказские народы. Они говорят просто на тюркском, значит, на иранском, а в кавказском, в языковом отношении, то есть они не относятся к кавказской языковой семье, но они, естественно, являются кавказскими народами по культуре, по антропологии, по своему образу жизни, по стереотипу поведения, стереотипу мышления, безусловно. Ну, есть определенная интеллигенция у народов, которые позиционируют себя не как кавказцами, а вот как тюрками или как иранцами. То есть идентичность они возводят часть как тюркского мира, там, сидит как часть иранского мира и так далее. Ну, может тоже так, такое тоже как-то они могут представлять себя. Ну, более правильно будет, конечно, они являются частью кавказского мира, кавказского этнокультурного мира, потому что они кавказцы. Но есть еще очень важных два потока, миграционных потока, которые имели место быть на Кавказе. Вот в первом тысячелетии до нашей эры это миграционные потоки с юга. А одно имело место быть на рубеже 7-6 веков до нашей эры. Тот период, когда на территории Передней Азии произошла, если можно так сказать, мировая война. То есть это древние многовековые государства со своей культурой. Это Урадская держава, Сирийское, Египетское царство. Они создали союз, объединенный, потому что против них выступили молодые государства, только-только создавшиеся. Это Медийское царство и Вавилонское царство. И вот этот период на протяжении около 30 лет шла война между ними, мировая война между двумя коалициями. И в результате вот это Урадское царство, Сирийское, значит, царство, Египетское царство были сокрушены. То есть они пали. И, естественно, тогда существовавшая на протяжении нескольких веков этнополитическая карта Передней Азии коренным образом меняется. То есть происходит очень большие передвижения больших масс населения, происходит передвижение больших масс населения на сторону Кавказа. В этот период
Ну, вот, Уральское царство, это в основном урартийские, хуритские племена, а и выше них, к северу от них жили там нахские, дагестанские племена, и начинают они продвигаться к Кавказу. То есть Мидия завоевывает, создается там вот Мидия, потом и Вавилонское царство завоевывает, то есть создается Медийское царство. В этой войне участвовало даже и Колхидское царство. То есть есть основания считать, что Колхидское царство тоже участвовало. Почему? Потому что уже где-то вот к тому периоду мы видим, что влияние Колхиды распространяется на юго-восток. Вот Колхиде присоединяется долина реки Чорох. И, может быть, более южные области, потому что река Чорох уже начинает зваться Апсара, абхазским названием Апсара. На левом берегу Аракса появляется название Бассейн, Пасис. То есть она вот Ксенофонт там упоминает, это 5 век до нашей эры уже, там, что там жили пасьяне, что там есть область пасьяне. То есть вполне возможно, что Колхидское царство распространило свое влияние, и колхи, скорее, могли переселиться, там определенная часть могла туда переселиться. Но в основном вот то движение, которое мы имеем вот, тогда в то время, это в центральной части Южного Кавказа, где нынешние. А потом они Северный Кавказ тоже прошли. Но это в основном были нахские, дагестанские и хурито-уральские племена. Почему так считается? Потому что когда они пришли вот на территории центральной части Южного Кавказа, где нынешние Картли, Кахетия, да и Центральный Кавказ, то никаких археологических данных не говорят, что произошли какие-то изменения. То есть были даже не было каких-то столкновения, которые то свидетельствуют, чтобы война там была. То есть это говорит, что здесь была мирная инфильтрация, и что это были этнические, культурно-родственные племена. Ну, как раз это скорее всего, это южно-нахские племена. Там обычно вот, выясняется, что там, где нынешние Картли, проживали хоны, да, это нахские племена. И само название Картли тоже это имеет, это чечено-ингушское название. Оно означает крепость, на вершине горы, крепость вершины горы. От этого названия потом она распространяется. Нахские племена занимали обе стороны Кавказских гор, то есть вот этот центральный Кавказ, южные границы вот нахского государственного образования, вот с середины первого тысячелетия, они доходили до правобережья реки Кури, до Триолетского хребта. Там четко выявляется вот границы, вот они там граничили с Ахеменидской Персией. А в Западном Кавказе границы доходили до, значит, вот эти Игрийский хребет, там, да, вот верховье Цхенисцхали, верховье Риона, верховье Ляхвы, да, где вот Рача Личхумия, нынешняя Южная Осетия. Южная Осетия раньше, до 15 века, называлась Двалетия, это Двалы. Это племена, которые относят к нахским племенам. То есть вот это, я говорю о двух потоках, южных потоков в сторону Кавказа. Речь идет период после падения Уральской державы, это уже были переселения кавказских племен, хурито-уральских и нахско-дагестанских. Нахско-дагестанских это как бы происходит, не то, что они переселяются, происходит сужение их территорий. То есть они жили на территории Южного Кавказа, на территории Северного Кавказа. А второй поток, крупный такой поток, несколько тоже произошло уже после падения Ахеменидской империи, Ахеменидской Персии, которое произошло в результате похода известного Александра Македонского. Ахеменидская империя была сокрушена, и опять-таки вот через где-то 300 лет уже на этой территории происходят такие катаклизмы, да? Очень серьезные этнические передвижения. Этническая карта меняется, политическая карта меняется. То есть в этом отношении здесь мы видим, что на территорию центральной части Южного Кавказа появление нового этноса, носителя новой, иной культуры. И проявление здесь появляется не просто мирным путем, здесь мы видим уже серьезные ожесточенные бои.
разрушение крепостей, которые там было. Там археологические раскопки показывают, что здесь очень сильные бои шли. Это было завоевание Понтийского царя. Ну, после падения Хамитской империи на этой территории образуется несколько государств. Там Селевкидская империя, Понтийское царство на территории Восточного Причерноморья. И вот это Понтийское царство на определенный период захватывает территорию, центральную часть Южного Кавказа, в том числе, где вот и Картли, там и часть Колхиды тоже до Риона она захватывает. И в этом отношении вот появление этих новых племен обычно связывают с грузинскими племенами, что именно в тот период появились на территории Кавказа, и в центральной ее части, вот картвельские грузинские племена, потому что обычно вот в древних письменных источниках, там, в античных, там, армянских, грузинских, да, вот, арабских, это традиция, такая существует историческая традиция, что грузины насильно были переселены Александром Македонским, то Навуходоносором. Навуходоносор это вот он жил тогда, как раз вот период войны в конце VII, начало VI века, это Вавилонский царь, халдейские династии, период Урадского царства они воевали. И вот этот Навуходоносор II, он непосредственно принимал участие в завоевании западной части Урарту, где озеро Ван, где вот сейчас там Турция находится. Это первый поток движения, миграции, который имело место в начале, то есть в конце VII, начало VI. Через 400 лет. В конце IV, в начале III, это уже другая ситуация, это уже поход Александра Македонского, тогда уже существовала Хамитская Персия, это огромнейшая империя, и она была сокрушена. И тогда в Передней Азии меняется ситуация, создаются новые государства. Да? И тогда вот Понтийское царство где-то в начале III века захватывает на определенный короткий, ну, где-то около 30 лет, в общем, территорию Южного Кавказа. И вот в этот период картвельские племена начинают переселяться на территорию Картли. Конец IV, начало III века до нашей эры. Именно в этот период, вот той материал, который сегодня вот имеем, объективно, она свидетельствует, этот материал свидетельствует, что именно в этот период появляются картвельские племена. До прихода картвельских племен на этой территории это жили нахские племена, это их обычно называют хоны, цанари, но это вот четко указывается в грузинских источниках, в армянских источниках, что когда пришли картвелы, то есть они в составе, картвелы пришли в состав Понтийского царя. Они входили туда. И когда Понтийское царство заняло территорию вот этой Картли, часть Ирети заняло, и вот и там участвовавшие в этом походе картвельские племена, потому что картвельские племена входили в состав Понтийского царства. Это на северо-востоке Малой Азии, в горах, которые они входили в состав Понтийского царства и в составе Понтийского царства оказались здесь. А потом уже даже вот до II века, да, до нашей эры, эта территория еще остается под сферой влияния Нахского объединения. Нахское объединение вот было вот тоже сокрушено, оно потерпело поражение от селевкидского царя Антиоха III Великого. Это уже вот, ну даже может от 2011-2009 год, это связано с его походом они на Кавказ, а потом он далее на восток поход. Вот в этот период, значит, происходит, значит, ну, распад вот этого Нахского государственного объединения, и тогда уже начинает уже становление вот Картлийского царства. Что касается мигрелов, то есть они выделение из пракартвельского языка мигрелов произошло это 9-8 век до нашей эры. То есть мигрелы, чаны, мигрелы уже отдельно, они уже отдельно были, уже разделенные были. Появление мигрелов чуть позже происходит на территории Кавказа.
когда мы говорим, вот есть 7-8 век, 7 век, определенное переселение имело место быть на территории Колхиды, но незначительное. Тоже это мирная инфильтрация была, то есть мы не можем говорить, что здесь какой-то другой этнос появился. То есть это близкородственные группы были, которые здесь появились. Археологический материал об этом говорит, то, что появились. Но они быстро растворились местные, потому что дальше уже не видно никаких, что, которые вот как бы субъектность их показывала. То есть это были близкородственные, скорее всего, племена. Но что происходит, вот если мы говорим про Абхазию, тогда происходит расширение территории Колхиды. То есть вот если они в долину Чороха идут, там в верховье Аракса идут и так далее. То есть определенный период времени. Ну, после того, как где-то уже Медийское царство там возникает, то есть она доводит свои границы до Куры Аракса, до Понтийских гор, потом уже Хамидская Персия, уже Колхида оказывается под влиянием вассальной зависимости от Ахеменидской Персии, да, но и как и Колхидское, значит, такое государственное объединение, так и Нахское государственное объединение, как и Албанское государственное объединение, они сохраняют. То есть мы сейчас то же самое мы можем говорить, очень мало информации, источников от того периода Северо-Западного Кавказа, но то, что мы имеем, мы можем говорить, что там объединение существовало. Интересный момент, то, что вот объединения были, вот названия этих народов, самоназвания народов. Например, кабардинцы, черкесы, адыгейцы, ну, это у них самоназвание адыги. Такие, значит, одним самоназванием люди начинают именовать себя в период, когда они объединены, имеют государственное образование, государственные структуры, чувствуют себя единым целым. А это происходит, когда они государство имеют. Но настолько вот мы знаем по истории, в средневековый период, более ранний период, таких вот государств, которые мы могли бы сказать, что особенно средневековый период, который охватывал бы всю территорию, в которой проживали адыги, очень мало материалов. И мне кажется, что все-таки вот это самоназвание адыги, оно уже, вот истоки ее надо искать в первом тысячелетии до нашей эры, когда вот период это объединения, когда они почувствовали, что они единое целое, в дальнейшем уже под влиянием внешних условий, возможно, внутренних, они распадаются, там уже известны под отдельными названиями и так далее. Но на протяжении веков они сохранили свое самоназвание. Это очень важный момент. То есть, скорее всего, в тот период они имели такое серьезное, такое довольно мощное государственное образование, сведения, которые, к сожалению, очень мы мало знаем. То же самое мы имеем с Колхидой. То же самое. То есть мы имеем Колхида, общее такое Колхидское царство, общее, ну, то есть единое название Колхи. Но вполне возможно, что там уже шел процесс формирования так и единой народности, единого народа, но он не завершился до конца. В результате там вот римских завоеваний, потом и в конце первого тысячелетия это Колхидское царство распадается. Но и сразу же, на рубеже новой эры, здесь мы уже видим, на этой же территории возникают несколько этнополитических образований. Это Апсилы, Абазги, Саниги, Лази, да, Махилони, Гиньохи, да, то есть они там не с неба свалились, или как некоторые там наши грузинские историки говорят, что они именно тогда вот там с гор спустились, откуда-то появились, а раньше там грузины жили и так далее. Ну, такого не бывает. Полная смена населения за короткий промежуток времени не бывает, естественно. То есть они жили там, общее название Колхиды, и потом, когда распалось, они начали создавать свои государственные структуры. То есть здесь не произошло, то есть не хватило времени, чтобы уже сформировался абхазский народ. То есть вот тогда, то есть процесс формирования уже тогда начинался. То же самое мы имеем на территории Центрального Кавказа среди нахских. Нахские племена, которые там проживали, они известны под разными, значит, именами, и шел процесс формирования единого народа.
Вполне возможно, что они назывались бы нахами, или нахчаматянами, или малхами. Ну, сейчас трудно сказать, как они могли бы называться. Но процесс, сам факт, что вот те вот нахча сохранился сегодня в самоназвании чеченцев, это очень многое говорит. То, что вполне возможно, что тогда уже народ мог бы сформироваться, который сегодня назывался бы себя бы нахчами. Там, ну или по-другому, сейчас это не важно, как он называл бы себя, хотя очень многие на это очень слишком акцентируют внимание на название народа. Это второстепенное, даже третьестепенное. Но там тогда опять-таки не произошло. Не произошло тоже опять-таки по вине внешних сил. Это уже вот поход сельевкидского царя Антиоха III Великого, в результате которого, значит, да, вот наше государство распалось. Тогда уже на этой территории уже известны отдельные нахские значит, племена, группы, там тоже те же самые хоны, те же самые цанали, там, троглотиты в античных источниках, хамикити, говорят, там, дурдзуки, двалы, да, вот. Это уже по отдельным названиям, потому что объединение, формирование такого народа просто физически, там, скажем, да, времени не хватило. Ну, потом уже процесс пошел, уже формирование народов и так далее. То же самое мы имеем в Албании. То же самое мы имеем. Там тоже не сложился такой албанский народ. Формирование единого народа, хотя там по данным античных историй мы там имеем 26 народов составляли албанское царство. То есть они, у них близкородственные языки, но они сформировались народ. Здесь мы говорим о том, что это может, возможно, что какие-то влияния не дали возможность, а может быть, это здесь есть определенная специфика кавказская, которую еще мы не исследовали, которую следует в дальнейшем исследовать. Почему так произошло? Потому что вообще-то это первое тысячелетие, его можно говорить, один из самых блестящих периодов в истории кавказских народов, когда они достигли очень в своем развитии довольно высот, больших высот, и там в достижении материальной культуры, и духовной культуры, значит, да, вот, и уровень развития всех этих народов, которые составляют вот, исконно кавказские народы или исконно кавказские языки, это был очень высокий, они достигли больших результатов, и я думаю, что все представители кавказских народов у нас есть, мы можем гордиться своей историей, особенно периодом своей истории. Нужны еще дальнейшие исследования, чтобы кавказские исследователи, историки, молодые, чтобы дальше исследовали историю, свою историю. Но здесь надо иметь в виду, что вот есть две стороны одной медали, когда, ну, сейчас тоже проявляется в национальных историографиях, проявляется то, что, то есть, восхваление своей нации, там, да, вот, значит, принижение роли других наций и так далее, да, то есть это очень опасно, это тоже не стоит этого делать. Внедрение в сознание, в мысли людей о второсортности, о ущербности, о неспособности самостоятельно развиваться, это тоже опасно, тоже очень ущербно для нас, как и, значит, и внедрение в сознание людей, значит, что об исключительности, об избранности этого народа, что, значит, мы самые главные, остальные, значит, вот принижение истории и значимости соседних народов тоже очень опасно, тоже ущербно. То есть здесь, безусловно, все эти народы, не только кавказские, вообще все народы, развитие происходило, да, по общим закономерностям, ну, у каждого свои особенности.